Здрасте, доктор. Виноват, задержался. Тренировка до 6, а детей по звонку не выключишь. Все, я собран, время ваше не ем. Проходите, садитесь. Сразу предупрежу, я записываю все разговоры и потом переслушиваю. Привычка. Если возражаете... Да на здоровье, пишите. Я привычный. У нас соревнования снимают, разборы пишут, живу под запись. Одно условие. Жене без меня не выдавать. Шучу. Наполовину шучу, доктор. Я ж, считайте, от нее к вам окомандирован. Вот с этого места поподробнее. Что привело? История житейская, вы таких 100 на дню слышите. Поссорились мы. Крепко. На семейном празднике при людях. Жена переживает, попросила. Сходи, говорит, поговори со специалистом. Я сперва посмеялся, честно скажу. Потом подумал, а чё я упираюсь? Ей спокойнее, мне не трудно. Записался, пришел. Вот, сижу, осматриваюсь. А у вас по-человечески, я думал, страшнее будет. Бывает и страшнее. Давайте по порядку. Возраст, работа. 36 лет. Тренер, детская секция, 13-й год. Пишите просто тренер, я без регалий. Семья. Жена, сын 6 лет. Женат, 9-й год. Живем нормально. Квартира, все свое. Ремонт своими руками сделал. 4 месяца по вечерам. Но это к делу не относится. Нормально живем. Сон, аппетит, жалобы. Все как у спортсмена, доктор. Жалоб не имею. По здоровью. По остальному имею. Затем и пришел. Курите, выпиваете? Не курю. Тренер. Какой пример? Выпиваю по праздникам, как человек. Пьяным меня город не видел и не увидит. Имя, доктор, дороже. Тогда по остальному. С чего начнем? С жены начну. Мы с ней, чтобы вы понимали, красиво начинали. Она в общежитии жила, комендантша в 11 двери на ключ, так я по пожарной лестнице на 3-й этаж лазил, с цветами в зубах. Эту историю до сих пор на свадьбах рассказывают. Без меня уже рассказывают. Это я к чему? У нас все по любви было, доктор, без расчета. Тем обиднее то, что сейчас устает она. Это я вижу, я ж не слепой. Работа у нее, ребенок, дом. Я помогаю, чем могу. Деньгами в первую очередь. Я в дом приношу достаточно, можно вообще не работать. И решение предлагаю, доктор. Вот что важно. Путевку и брал, съезди, отдохни. Мы вдвоем справимся. Не поехала. Говорю, смени контору свою, раз там тяжело. Не хочет. Понимаете, к чему веду? Я решение предлагаю, решение не принимают. Тогда я делаю вывод, дело не в усталости, дело в другом. И в чем же? Скажу аккуратно, без обвинений. У нее очень близкая связь с матерью. Это хорошо, я только за, но у них это по часу в день на телефоне. И знаете, что из кухни слышно, пока они говорят? Смех. Она с матерью смеется, доктор. Со мной за вечер 2 слова, а там час и смех, и щебечет. О чем можно час смеяться с матерью? Обо мне других вариантов не вижу. А потом захожу в комнату, трубка кладется и лицо гаснет. Только что смеялась и гаснет. Я ничего не утверждаю, я вам наблюдение даю как есть. Вы специалист, вы складываете. Сложу. А с ее матерью у вас с самого начала так? С самого первого дня. Я вам даже точку назову. Свадьба. Она тост подняла при всех, при моих. Береги ее, она у нас одна. Мне береги. Указание мне при гостях в мой день. Все хлопают, а я стою и понимаю. Эта женщина мне не родня. Эта женщина приемная комиссия. И экзамен у нее я буду сдавать пожизненно. И заметьте, доктор, я сдавал. Я им на даче забор перебрал. 3 выходных моих в сезон. Я и холодильник перевозил, кран менял. Все принято без единого спасибо. По акту. Положено. Зять – это который должен. Вы не знали? Должность такая. Запомнил. Еще что-нибудь замечали за женой? Плачет. На ровном месте. В прошлом месяце стою на кухне, рассказываю ей про зал смешное. Слезы. Спрашиваю, ты чего? Ничего, говорит. Ничего. Вот это ничего вы мне потом переведите, доктор, очень прошу. Потому что у меня перевод 2. Или человеку плохо, и он молчит.
Тогда почему молчит, я же рядом? Или мне что-то демонстрирует? Оба варианта, сами понимаете, невеселые. Оба. А давно это с ней? Лицо, слезы? Давно, если честно. Считайте сами, пока сына ждали, все нормально было. Она пела даже, ходит и поет. А после родов как отрезала. Ну, я понимаю, первый год тяжелый, ночи, все такое, я не зверь. Но год прошел, 2 прошло, 5 прошло, а она так и не собралась. Я ей говорил, прямым текстом, возьми себя в руки, ты же молодая женщина. Не берет. Подружки у нее были, веселые девчонки, между прочим. Куда-то все рассосались. Дом, ребенок, контора, мама по телефону. Вот и весь мир ее теперь. Я ей: расширяйся, живи. Я вон какой круг держу, и ничего. Молчит. Вот что отметьте, доктор, самое непонятное. На людях она у меня нормальная. В гости придем, улыбается, разговор поддерживает. Хозяйка, все как надо. Мужики говорят: повезло тебе. А домой зашли, дверь закрылась, все, выключилась. Вот и объясните мне. Значит, может, когда хочет. Значит, дома это спектакль для меня одного. Для мужа. Для мужа, выходит, стараться не надо, муж перебьется. 6 лет, доктор, человека уговариваю жить. Устал уговаривать, скажу честно. Опишите мне ваш обычный вечер. Пришли домой, что дальше? Вечер? Прихожу в 9 после 2 смены. Ужин на плите. Это отдам, хорошо она готовит, всегда горячая. Поужинал. Она в комнате с сыном возится или в телефоне сидит. Я спрошу, как день? Нормально. Как парень? Нормально. Все у них нормально. Разговор на 1,5 минуты. А о чем с ней говорить, доктор? Про зал ей неинтересно, я по глазам вижу, что неинтересно. Про ее контору мне неинтересно. Я слушаю, конечно, но там слушать-то нечего. Посидим, разойдемся. Сын со мной за стол, кстати, не садится. Он раньше ест, у них так заведено. Утром я рано ухожу, они еще спят. В разных сменах живем, получается. Да, раз уж про вечера. У нее раза 2 за зиму концерт бывает. Ночью, в час. Сяду воды попить, она на кухне сидит, в темноте. Нам надо поговорить. Я говорю: в час ночи, не в 7 вставать. Давай выходные по-человечески. Приходит в выходные, молчит. Значит, не горела, доктор. Горел бы, сказала бы и в выходные. Да, вот еще, к слову. Я вечером к парню захожу, спокойной ночи пожелать. Так он с головой под одеяло. Услышит дверь и под одеяло с головой. Игра у нас такая, я делаю вид, что ищу, нет парня, куда делся? Он там хихикает, тихо так сидит. Ну, игра. С дедом у них кораблики, с отцом прятки. Тоже, между прочим, контакт. Раз сами о нем заговорили, давайте теперь про сына. Какой он? А вот про сына у меня правда болит, доктор, здесь без шуток. Парень золотой, голова светлая, память, стихотворение с 2 раз берет. Я в его годы рядом не стоял. Добрый очень, даже слишком добрый, жука на дороге обойдет. И тихий, мягкий. Я его в зал свой привел посмотреть, он у двери встал и стоит, за косяк держится. Я перед ним 30 пацанов строю, любой за меня в огонь, а мой родной за косяк. Вы скажете: характер бывает, соглашусь. Только характер, доктор, откуда-то берется, его гранят. Каждый день гранят по капле. Он устал, он маленький, не дави на него. 6 лет парню. Я в 6 лет уже с отцом. Неважно. Растят мягкое, доктор. А спрос потом с кого? С меня. Отец же. А к вам он как? Чем вдвоем занимаетесь? Ко мне? Тянулся раньше. Сейчас к деду больше. Тесть по дереву мастерит, кораблики ему стругает, свистульки. Пацан и прилип. Утром дед, вечером дед. Я, доктор, ничего против не имею, дед хороший мужик. Но обидно, по-человечески обидно, скрывать не буду. Я отец или кто? Собрался с ним на рыбалку в воскресенье, сам собрался, удочки достал. Нельзя, он деду обещан. Обещан, как вещь, доктор. Ладно, вдвоем вот в марте день сидели, она к матери ездила. И покормил, и нагулялись, и на ковре боролись. Я его приемчику научил. За 1 день научил. Схватывает же, когда мамок рядом нет. Живой, довольный, лучший день, спросите его. Могу же, когда пускают.
Вопрос, почему меня к родному сыну надо пускать? Вот где вопрос-то, доктор. Хороший вопрос. Вернемся к нему. Теперь насчет праздника. Что там случилось? Случилось. Расскажу от и до, мне скрывать нечего. Юбилей у тещи 2 недели назад. Родня их, соседи, стол человек на 20, я пришел как положено. Подарок сам выбирал, треть премии, между прочим. Не конверт сунул, как некоторые из ихних. Тост первый сказал, застолье живое пошло, это я умею, не отнимешь. Я и про жену вернул, по-доброму, с юмором. За мою, говорю, супругу. Она у нас человек-невидимка. Все в доме делает, а ее не видно и не слышно. Смеялись все, теща только поджалась. Жена улыбалась, что жена. Сижу дальше, наблюдая картину. Сын у деда весь вечер. Тот ему опять стругает что-то, очередной кораблик. И мой возле прилип, от стола не оттащишь. И за столом еще выдал при всех. Я, говорит, когда вырасту, буду как дед. Гости, ах, умиление. Ну, неважно. Слушайте главное. Я говорю, сын, иди-ка сюда, покажи гостям, чему нас папа учит. Нас, это по-заловски, у меня привычка, чему нас учили. Просьба нормальная, мужская, покажи, что умеешь. Мои на соревнованиях перед полным залом выступают, не жмутся. А тут все свои, 20 человек. Он в пол смотрит. Я еще раз, по-хорошему. Иди, не позорь отца. Губы затряслись и врев. В голос, доктор, при гостях. У меня в зале так не ревут, даже когда падают. Дальше спектакль. Жена его в охапку и в другую комнату. Дверь за собой прикрыла, от зверя надо понимать. Теща через стол выговаривает, ребенка ломаешь. Мне ломаешь, доктор. Человеку, который 13-й год чужих сыновей на ноги ставит. Ладно, я поднялся, спокойно, заметьте, поднялся. Сказал, что думаю про этот курятник и про то, что они из парня делают. Поблагодарил за стол и уехал. Все. Вот и весь мой скандал. Теперь судите сами. Где здесь то, за что человека к врачу отправляют? Покажите пальцем. Я лучше вопрос задам. Когда он заплакал, чего он, по-вашему, в ту минуту боялся? Боялся? Стоп, доктор. Вот это слово, ее слово. Я его дома слышу каждый день. Он тебя боится. Меня, отца. Бояться ему было нечего, я рядом, кругом свои. Страх – это когда есть причина. Причины не было. Была привычка. Чуть что слезы, и мама подлетит, и все хороводом вокруг. Организм у парня так научен, а организм не дурак. В зале у меня это за месяц проходит. За месяц гарантию даю. У меня и не такие оттаивали. Подтягивались, я имею в виду, крепли. Не сомневаюсь. На сегодня все или что-то еще? Есть еще, доктор, самое главное. Я же не просто поговорить пришел, я подготовился. Вот, разворачивайте. Это он в саду рисовал. Тема была моя семья. Мне воспитательница отдавала и глаза прятала. Неловко ей было. Я сразу понял, что увижу. Смотрите, вот она, вот пацан, вот дед. Дед с корабликом, прошу заметить. Вот собака какая-то, у нас собаки нет. А теперь вопрос, доктор. Я на этой картинке где? Нет у меня. 6 лет ребенку, сам до такого не додумается. Ему объяснили, кто в семье есть, а кого можно не рисовать. Понимаете теперь, с чем я воюю? Это я вам оставлю, пусть полежит у вас. Вещественное, как говорится, доказательство. Вижу. Мама, мальчик, дед с корабликом, собака. А у него самого вы спрашивали, почему папы нет? Не спрашивал. А что спрашивать, и так все ясно. Ясно. Вернемся на шаг назад. Вы сказали, жена попросила сходить. А как это дома прозвучало, дословно? Дословно? А дословно, доктор, это звучало так. Или ты идешь к специалисту, или мы с сыном поживем у мамы. Вот так. Условия. Ультиматум, если по-военному. Мне ультиматум. В моем доме, который я своими руками. Вначале вы сказали «попросила». А вы слушаете внимательно, смотрю. Хорошо. Ну, попросила, поставила условия. Какая разница? Смысл один. Ей важно, чтобы я тут сидел, я сижу. Не цепляйтесь к словам, вы же не протокол ведете.
Хотя протокол вы как раз и ведете. Ладно, считайте, я вежливый. Я ее или-или назвал просьбой. А вообще я к ней добрее, чем она ко мне. Вот вам, кстати, вся картина нашей семьи в одной фразе. Записал. Про тестя расскажете, какой он? Дед-то? Мужик хороший, плохого не скажу. Руки золотые. Что кораблик, что табуретка, что крыльцо, все сам. Молчун. Сядет стругать и молчит. И мой рядом сядет, тоже молчит. И вот они так вдвоем молчат по 2 часа. Это же не общение, доктор, согласитесь. Чему парень там учится? Молчать и стружку подметать? Я ему секцию могу дать, соревнования, область. Я ему дороги открыть могу. А дед что? Дед ему свистульку выстругал. И пацан с этой свистулькой спал. В кровать ее брал, представляете? Ну о чем тут говорить? И как вы себе объясняете, что он к деду тянется? Просто объясняю. Там не требуют. Сел рядом, уже молодец, уже хорош. Легкий хлеб. Любить того, кто ничего не требует, ума не надо, доктор. И вот что еще скажу. Раз пишется, пусть пишется. Дед весь со мной даже не воюет. Ему все равно. Он меня... Не видит он меня, доктор. Я в дом захожу, кивнет, стругает дальше. Я ему про область, про сборную, про перспективы парня. Слушает, кивает. Пусть бегает, лишь бы в радость. В радость. Человек вообще не понимает, что такое результат. И вот этому парень в рот смотрит. А мне... А вам? А мне некогда, у меня 2 смены. Дальше давайте. Дальше так дальше. Вы обронили, я в 6 лет уже с отцом и оборвали. Что было с отцом? Оборвал, потому что это к делу не относится. Ладно, вам для полноты картины. Отец у меня был настоящий мужик. Строгий. 2 работы. Дома слова лишнего не скажет. Но если сказал, закон. Меня в 6 лет взял за руку, отвел в секцию и сказал: будешь ходить. Все. Никто не спрашивал, хочу я или нет. И правильно, что не спрашивал. Что 6-летка может хотеть? Конфет он хочет. А отец мне жизнь выбрал, я ему по гроб благодарен. Погодите, вам было 6? Первое время в секции помните, как вам там было? Нормально было. Нормально? Ну, притирался месяц-другой, как все. Стоял там, у стеночки стоял, присматривался. Нормальный процесс. У меня новички все так. Потом втянулся. И дом родной. До сих пор из зала не выхожу. Отец, когда первую мою грамоту увидел, вот тогда я его улыбку, считай, первый раз. А мама ее в рамку. Повесила в большой комнате, и гость с порога к рамке. Это чей? Это наш, мамин. Потом там вся стена в рамках была. Мама их протирала по субботам. Ну не о том. Мы про сына говорили. Про сына. Сколько ему сейчас? 6. Так, доктор. Я вижу, куда вы клоните. Бросьте. Это разные вещи. Я у стеночки стоял, потому что осваивался. Он за косяк держится, потому что запуган мамками. Разница принципиальная. И отец мой, между прочим, оказался прав на 100%. Где бы я был без зала? То-то. Отец ваш внука застал? Не дожил. За год до рождения ушел. Жаль. Вот он бы с парнем не в кораблике играл, я вам скажу. Он бы из него быстро человека сделал. А мама ваша какая? Мама золото. Мама меня одна понимала. Отец воспитывал, мама любила. Нормальное распределение, так семья и должна стоять. Она и сейчас рядом живет. Забежит, пирогов принесет, парню конфет. Балует, но ей можно, бабушка. Она, кстати, первая все увидела еще до свадьбы. «Смотри, — говорит, — сыночек, эта семья тебе не пара. Они тебя не оценят». Как в воду глядела, не оценят. Ваша мама про жену часто так? Мама говорит правду, доктор, и не путайте. Теща настраивает, мама предупреждает, это разные вещи. Я жене, между прочим, всегда маму в пример ставлю. Мама в ее годы 2 тянула. Отца ждала с 2 работ и пела. По дому ходила и пела. Я это с детства помню.
Вот как женщина живет, когда хочет жить. А жена про вашу маму говорила что-нибудь? Один раз. Один раз за 9 лет. И даже не грубый, а так, между делом. Твоя мама, говорит, слишком часто без звонка приходит. И вот тут я сорвался, доктор, признаю честно. Распишется. Единственный раз в жизни орал так, что сосед в стену стучал. Сам не ожидал от себя. Но есть неприкосновенная. Мать. Мать не обсуждается. Все в доме обсуждается, мать нет. Единственный раз говорите? А на юбилее, когда сын заплакал, вы сказали, поднялся спокойно. Конечно, спокойно. Это же другое. Не оценят это про что? Про все. Про то, что я для них функция. Понимаете? Для города я тренер. Меня каждая вторая семья знает. А в этом доме я вынеси мусор. Вот вся разница между чужими и родными, доктор. Чужие видят, кто ты, родные привыкают. Стоп, вы мне, вижу, не очень верите про город, про семьи. Тогда два факта, раз у нас протокол. Раз, привели мне пацана, шпана на учете, отец пьет. Взял. Год личного времени после смен оставался. Сейчас парень в сборной области. А мать его при людях мне сказала, дословно. Вы ему отец больше, чем родной. 2. В том году родители моих ребят мне юбилей зала устроили. Сами. Торт с моим портретом. Качали. И знаете, что я в тот вечер сделал? Домой пришел рассказать. Событие же. А жена спит. 9 вечера спит. Ну, у нее режим. Вот вам 2 мира в один вечер. Там качают, тут спят. И я после этого, по-вашему, больной? Больной здесь никто не говорил. А с друзьями вы это все обсуждали? Они что говорят? Мужики-то? Мужики все до одного на моей стороне. Меня друзья знаете, как зовут? Батя. 36 лет, батя. И это, доктор, заслужить надо. Это когда любой со своей бедой к тебе. Так вот, батя, говорят, ты прав, стой на своем. Я вообще человек-магнит, доктор. Смейтесь, но это проверено жизнью. Один только высказался, кум. Может, говорит, ты перегибаешь с ребенком-то. Кум, крестный моего сына. Я ему ответил коротко. Ты, кум, сперва своего воспитай, потом моего разбирай. Месяц не разговариваем. Ничего, сам позвонит. Все звонят рано или поздно, доктор. Это я по жизни знаю. От меня уходят недалеко и ненадолго. Запомнил. И еще, пока не ушли от жены. Когда вам вдвоем хорошо было в последний раз, помните? Вдвоем хорошо? На море, доктор. Мы на море ездили до сына еще. А она тогда смеялась так, что с соседних лежаков оборачивались. Я ей на руках воду носил, весь пляж смотрел. Хорошее время, честно скажу. Лучшее, пожалуй. Плохое слово. Вычеркните. Лучшее без «пожалуй». Лучшее. Это выходит больше 7 лет назад? Выходит. А, вот вы к чему. Ну да, 7. Ну и что? После тоже жили. И смеялась она, и все было. Просто я не помню, доктор. Вот честно распишется. Не помню, когда она после моря так смеялась. Не отложилось. Занятой человек, голова другим забита. Это не показатель, короче. Дальше давайте, а то в лирику уехали. Вернемся к сыну. Что дальше думаете делать? А я уже все решил, доктор. Пока с вами тут сидел, в голове и сложилось. Спасибо, кстати, хорошо слушайте. Значит так. Первое с осени забираю его в зал, в мою группу, к младшим. Без разговоров, без совещаний с бабушками. Отец решил, сын пошел. Мне мой отец референдум не устраивал. И спасибо ему. Ему 6 лет. Он же... Так, это не мой вопрос, простите. Продолжайте. Нет-нет, договаривайте, интересно. Он же что, маленький, устал? Слышали, знаем, весь дом это поет. Эх, доктор, и вас достали. Заочно, а достали. Вот как она умеет, я вам говорил. Ладно, я не в обиде. Вы человек подневольный, у вас работа такая, сомневаться.
Слушайте второе, главное. Через 3 недели у парня день рождения. 7 лет, дата, маленький мужчина уже. И этот день рождения ему сделаю я, сам, от и до. Зал сниму, наш спортивный. Программу сам, эстафеты, канат, полоса препятствий. Медали каждому настоящие, у меня соревнований запас. Пацанов своих приведу, старших. Они ему такое покажут. Какие кораблики, доктор, какие свистульки. Он этот день на всю жизнь запомнит. И вот увидите, он ко мне сам прибежит, сам. Без всяких пускают, не пускают. И все встанет на место, вся эта их пирамида рухнет за один день. Вот моя программа. Сработает лучше любой методики, я вам потом расскажу. А жена про этот план что говорит? Она узнает за 3 дня. Специально так. Тактика. Скажи, раньше начнется, он не хочет, ему не надо, совещания эти. А за 3 дня возражать поздно. Зал оплачен, люди приглашены. Я стратег, доктор, а она нет. Кто-то в семье должен решать. Задачу ей поставлю одну – снимать. Пусть хоть оператором поучаствует. Один вопрос к программе. А что он сам любит? Что ему нравится? Вы у него спрашивали? Опять вы за свое спрашивали. Это сюрприз, доктор. У сюрприза не спрашивают, сюрприз делают. Я знаю, что ему надо, получше его самого. Все, вопрос закрыт. Через месяц зайду, расскажу, как прошло. Пленку готовьте, будет что записать. Проходите, запись идет. И отлично, что идет. Здрасте, доктор, здрасте. Заметьте, кстати, сегодня минуту в минуту, без опозданий. Уважение к вашему кабинету. Докладываю с порога, сработало. Можете записывать красным, методика тренера сработала. Ваша наука, конечно, тоже присутствовала. Я же сюда ходил, засчитаем и вам процент. Шучу. Вы, я смотрю, не улыбаетесь? Устали? День тяжелый? Ничего, я вам сейчас настроение подниму. У меня новости хорошие, а хорошие новости лечат лучше ваших любых порошков. Рассказывайте. Рассказываю по порядку. Зал я снял на воскресенье на 4 часа. Оформили с ребятами, флажки, канат новый, полосу препятствий я лично собрал, ночь не спал. Я вообще неделю этим жил, доктор, горел, как пацан. Днем смены, вечером подготовка. Мама приезжала, торт помогала выбирать. Она потом на празднике в первом ряду сидела, гордая, помолодела лет на 10. Сказала после, таких отцов поискать. Мама скажет, как отрежет. Жена снимала на камеру, как ей было поставлено, старательно. Отдам должное, каждый момент для истории. Народу пришло, человек 40, доктор. Мои старшие в полном составе, родители ихние, друзья мои с семьями. Кум пришел, между прочим, а я вам говорил, сам придет. Посидел, правда, час и уехал, дела у него. Но ничего, главное явка. Программу я вел сам от и до, эстафеты, показательные. Старшие мои такое отработали, взрослые мужики рты открыли. Речь сказал перед строем, я ее 3 вечера писал, между прочим. Про то, каким должен расти мужчина. Чтобы слово держал, чтобы не ныл, чтобы за своих стоял. Женщины прослезились, не вру. А сын в это время где был? Сын? Сын в строю стоял, с моими, на правом фланге, вместо хозяина. Так вот, дальше. Медали каждому пацану на шею, настоящие. А сыну последнему отдельно, перед всем строем. Зато говорю, что растет мужиком, и весь зал хлопает. Он стоял, в пол смотрел. Скромный. Моя школа, доктор, наша порода. Дед его, мой отец такой же был, лишнего слова из него не вытянешь. Торт был, свечи 7 штук. Задулись 2-го раза, я помог. Он загадал что-то, молчит, не говорит. И правильно, желания не говорят. Я сам его этому и учил. Да я и так знаю, что он загадал. Медаль настоящую он загадал, с соревнований. Я ему потом шепнул, сбудется. И не спрашивайте, ваша любимая, а вы у него спросили? Не спрашивал. И правильно делал. Сюрприз – это когда за человека решили красиво. Вот и все, доктор. Праздник, город такого не видел. 2 пацанов мне там же в секцию записали. Отцы сами подошли, возьми, говорят, и моего. На дне рождения сына прием в секцию, оцените размах.
Но приятно, что скрывать. Заслужил. Что ж, поздравляю. Теперь несколько вопросов по празднику для полноты. Сколько там было детей его возраста? Ровесников 6-7 лет? Ровесников? Ну, дети были. У друзей моих дети. Пацан у кума 10 лет, считай, ровесник. Садиковских, если вы про этих, мы не звали. А зачем? У нас программа спортивная, серьезная. Что там садиковские будут в углу возиться? Праздник должен уровень иметь. Уровень был. Понял. Дед был? Деда мы не звали тоже. Взрослых по минимуму. Я сказал, мужской спортивный день. Он спрашивал, кстати. Сын спрашивал. Утром еще. А дед придет? Я говорю, сегодня, сынок, наш день, мужской. Без стариков. Все, вопрос снят. Подарок дед, правда, передал через жену. Знаете какой? Ящик с инструментом. Маленький такой, но настоящий. Рубанок там, ножовка, все как у него. 7-летки, ножовку, доктор. Я убрал от греха. На антресоль до подходящего возраста. Поранится же, отвечать кому? Деду, что ли? Он про ящик спрашивал потом? Спрашивал. Где, говорит, дедов ящик? Я сказал, заслужишь. Первую неделю каждый день спрашивал. Потом перестал. Понял. У отца слово «закон». Нормальный ответ, между прочим, педагогический. Вещь надо заслужить, тогда она ценится. Меня так учили, и ничего, вырос. Спасибо. Дед потом поинтересовался через жену опять, понравился ли подарок. Я передал, понравился. Лежит, ждет хозяина. А что я должен был передать? Что вы там пишете, доктор? Про ящик-то что писать, ерунда же. Пишу для памяти. Медаль его, где она сейчас? Медаль? Дома где-то. Она ему велика оказалась. На шее до пояса висит. Я же на вырост брал, настоящую, не игрушку. Найдется, куда денется. А ваш подарок ему что был? Форма. Спортивная, полный комплект, как у моих старших, с эмблемой секции. Я его перед строем в нее переодел. Стоит маленький в форме, красота. И носит, кстати. В сад в ней просился, мать не пустила. Не по погоде. Видали? Носит форму. Это вам не кораблик, доктор, это принадлежность. К команде принадлежность, к отцу. Так. А сколько сын пробыл на празднике? Вы сказали, зал на 4 часа? 4 часа программа, да. Он, устал под конец, само собой. Эмоции, шум, для него это непривычно много. Жена его увезла, после торта увезла. В середине где-то. Режим у них, вы же знаете, первое дело. Я остался, само собой, гость, программа, я хозяин, неудобно. Догуляли хорошо, до вечера. Когда она его увозила, вы попрощались? Она не подошла. Собрались тихо и ушли. Я на судействе был, финальная эстафета, самый накал. Мне потом сказали, что уехали. Даже не попрощалась, доктор, при гостях. Вот вам и культура, вот вам и семья. То есть вы не заметили, как они ушли? Я вел, доктор, весь зал на мне. Судейство, музыка, канат. Не заметил. Вы главное слово-то какое взяли? Ее слово, любимое. Ладно, проехали. Дальше. То есть праздник шел 4 часа, из них сын был часа полтора? Вы к чему это считаете, доктор? К чему вы считаете, я спрашиваю? Праздник был для него. Каждая минута для него. И зал, и медали, и люди, все ему. Сколько он физически присутствовал, это дело десятое. Впечатлений ему на год хватит. Хотя, знаете, раз пишется, скажу и это, я человек честный. Был момент, в середине где-то, эстафета гремит, музыка, я на судействе. Оглядываюсь, а он у окна стоит, один. Спиной ко всем стоит и в окно смотрит. Я подошел, спрашиваю, ты чего, боец? Устал, говорит. Я ему, потерпи, сынок, это ж все для тебя. Он кивнул. Послушный. Кивнул и остался стоять.
Ну, мне бежать надо было, эстафета же. Дальше нормально все пошло. Торт вон, свечи. Задержу вас здесь. Когда вы его увидели у окна, спиной ко всем, что вы почувствовали в ту секунду? Почувствовал, доктор, что праздник надо спасать, вот что. Темп упал, а я темп спиной чувствую, я же веду. А, вы в смысле переживания? Доктор, я в такие моменты на работе. В такие моменты не переживаю, в такие моменты работают. Переживать буду на пенсии. А дома после праздника что было? Дома? Тихо было. Она со мной неделю по хозяйству только разговаривает. Подай, купи, забери. Один раз по-настоящему заговорила на третий день. Подошла и говорит: ты даже не заметил. Я говорю: чего не заметил? А она: вот именно. Повернулась и ушла. Вот и весь разговор, доктор, загадками, как в кино. Чего я не заметил? Я 4 часа праздник вел, у меня глаз тренерский. Не хочет объяснить нормально, значит нечего объяснять, значит демонстрация. Я вам про эти демонстрации еще в тот раз говорил. А сын после праздника как? Нормально, тише стал, спокойнее. Я так скажу, повзрослел после праздника. 7 лет возраст, соображать начал. В прятки эти свои, кстати, играть перестал. Захожу вечером пожелать спокойной. Лежит смирно, глаза закрыты, спит. Взрослеет парень. Жалко даже немного, смешная была игра. Мать, правда, свое нашла. Она говорит, ночью зубами скрипит. Я говорю: скрипит, своди к зубному, в чем вопрос? Нет, ей надо, чтобы я был виноват. У нее теперь все я. Да и главное, запись же есть. Жена снимала. Я вечером сел, отсмотрел от и до. Хорошо вышло, солидно. Зал, строй, медали. Я на фоне знамени. Я себя, считайте, со стороны первый раз на большом деле увидел. Внушает доктор, честно скажу. Одно место только там. Странное, не странное. Отмечу, раз все рассказываю. Камера уже на подоконнике лежала включенная. И он в кадр попал. Тот самый момент у окна. Близко снято, со спины. И видно, губы у него шевелятся. Говорит что-то. В окно говорит доктор. Стекло, 3-й этаж, за стеклом крыши. А он говорит. И долго. 1,5-2 минуты. Я засек. Ну, дети сами с собой разговаривают, это возрастное, я узнавал. Перемотал дальше, а дальше все хорошо. Канат, финал, торт. Могу принести. Посмотрите, как это делается. Принесите как-нибудь. Что вы замолчали, доктор? Вот сейчас, чего вы молчите? Вы скажите, как специалист, я все правильно сделал? Праздник, медали, речь. Мне важно, чтобы вы зафиксировали. Я сделал все. Зафиксирую иначе. Я хочу, чтобы вы кое-что послушали. Это ваша запись, прошлый прием. Слушайте. Иди, не позорь отца. Губы затряслись и в рев. В голос, доктор, при гостях. У меня в зале так не ревут, даже когда падают. Дальше слушайте. Я знаю, что ему надо, получше его самого. И вот еще. Спрашиваю, ты чего? Ничего, говорит. Ничего. Хватит, доктор, хватит. Я понял. У вас там целая фонотека на меня собрана. Себя узнаете? Узнаю, конечно, что за вопрос. Это я вам говорил 2 недели. 3 недели назад говорил. Вторник был. Вы еще тут сидели, ручка другая была, синяя. Память у меня, доктор, любой позавидует. Говорил и сейчас повторю слово в слово. Не позорь отца. А что тут такого? И контекст вам восстановлю, раз вы любитель куски дергать. До этой фразы я вам юбилей рассказывал, тещин, целиком. А после нее вы мне вопрос задали про страх, чего он боялся. Все помню. То есть я объяснял систему воспитания, а вы теперь нарезали то, где я строгий, и слушайте отдельно. Хотите, весь тот прием перескажу с вашего первого вопроса? Могу. Я не про слова, про тон. Послушайте еще раз, только тон. Тон как тон, мужской тон.
Голос на пленке всегда чужой, это любой скажет. У нас пацаны свои голоса на видео не узнают, ржут. Так, доктор. Стоп. Я понял, куда вы клоните. Вы мне сейчас включили меня же, чтобы что? Чтобы я устыдился? Знаете, кто так делает? Она так делает. Запомнит слово, а через месяц предъявляет. Вот, ты сказал. Не думал, что и вы туда же. Я к вам с открытой душой ходил, между прочим. Душ тут раскладывал, как перед своими никогда не раскладывал. А вы из этого нарезочку. Вырвано же из контекста, доктор, вы сами знаете, что вырвано. До этой фразы был целый рассказ. Там все понятно было, почему я так сказал. И потом, микрофон у вас какой? Вот этот, что ли? Ну вот и все, и о чем мы говорим. Дешевый микрофон, доктор. Режет голос, любой звуковик вам скажет. Низы срезает и выходит казенно, зло выходит. У нас на соревнованиях та же беда с озвучкой. Живьем судья нормально говорит, а через колонки прокурор. Так что нет, доктор, это не мой тон, это ваш микрофон. Микрофон? Хорошо. Тогда у меня к вам предложение. Приходите в следующий раз вместе с женой. Или приведите сына. И на разбор просто так. Посидим втроем, он порисует вот тут, а мы поговорим. Я хочу услышать их голоса, живьем, без микрофона. Это она вас попросила? Звонила вам сюда? Нет. Зачем тогда? Затем, что в вашем деле, как вы его называете, я пока слышал одного свидетеля. Одного? Доктор, я вам за 2 приема всю семью по косточкам разложил. Все показания здесь, на вашей пленке. Разложили, верно. Только ваш голос на этой пленке 4 часа. Их голосов 3 фразы. Ничего, он деду обещан. Ты даже не заметил. 3 фразы. И все 3 принесли вы сами. И что? Что это доказывает? Что я честный, вот что это доказывает. Я вам даже ее слова ношу, слово в слово, без купюр. Я ей тут, выходит, бесплатный адвокат. Жену сюда таскать, она вам наплачет с 3 короба. У нее это отработано. Пацана вообще смешно, что 7-летка вам скажет? Нет, не нужно. И знаете, почему не нужно? Потому что вопрос закрыт, доктор, закрыт. Я, пока к вам ходил, сам все понял. Вот здесь, в этом кресле, между прочим. Понял. Так что спасибо, помогли. Честно говорю, без иронии. Картина простая. Я вкладываю, а они привыкли. Привыкшему человеку что ни дай, не оценит. Хоть зал сними, хоть медаль отлей. Это не лечится разговорами. Это лечится временем. Дозреют. Он подрастет, поймет, какой у него был отец. Какой есть. Вон, форму же носит, значит, наполовину уже дошло. Она отойдет, поймет. Теща не поймет, ну, теща не обязана. А я подожду. Я тренер, доктор, я ждать умею. У меня пацан год на скамейке сидел, а потом область взял. Вот и эти, посидят и возьмут. Семья, доктор, тот же результат, только дистанция длинная. У меня в зале лозунг над дверью. Результат любит терпеливых. И с ней поработаю по-своему. Цветы по пятницам, как в молодости. Путевку куплю и поставлю перед фактом, собираешься и едешь. Хватит спрашивать, наспрашивался. С осени парня в зал, и это решено. И через 10 лет он мне сам спасибо скажет, как я своему отцу. Слушайте, доктор, раз уж я встал, что он у окна стоял спиной? Это же возрастное, да? Устают дети от шума, это известно. Ну да, известно. Что я спрашиваю, сам знаю. Вы хотели спросить? Ничего я не хотел, все, вопрос снят. Рисунок тогда заберите, вы его в тот раз оставили. А, этот? Оставьте себе, доктор, в дело подошьете. Мне он теперь зачем? Дело закрыто. Ну все, побежал. У меня в 6 тренировка, 30 человек ждут. Хоть где-то ждут. Шучу. Наполовину шучу, доктор. Бывайте здоровы. Спасибо за все.
И микрофон поменять все-таки. Не для меня. К вам же люди ходят. Их голоса он тоже выходит. Портит.